Это видео про инвестиции для начинающих, а именно с чего лучше начать инвесторам-новичкам и какая стратегия инвестирования подойдет именно вам. Итак, мы начинаем. Отличным способом приумножить доход и заставить деньги работать на себя является инвестирование. Новичкам может показаться, что это сложно и требует специфических навыков, но стоит только немного углубиться, чтобы понять, что инвестиции доступны каждому. Что такое инвестирование и для чего нужны инвестиции? Для лучшего понимания следует разобраться в терминологии. Перечислим основные термины и определения в инвестициях, которые помогут вникнуть в ситуацию и не запутаться начинающим инвесторам. Инвестиция – это вложение денег с целью получения прибыли. Инвестирование – это процесс увеличения капитала и накопления инвестиционных инструментов, приносящих прибыль. Инвестиционные инструменты – это виды вложений для получения дохода. Инвестиционный портфель – это все инструменты, в которые вложены деньги. Кстати, более подробно об инвестиционном портфеле мы рассказывали в отдельном ролике. Диверсификация – это распределение денег на несколько активов для снижения возможных рисков и увеличения прибыли. Брокер – это посредник в операциях между продавцом и покупателем. Брокерский счет – это счет для покупки и продажи ценных бумаг и прочих инвестиционных инструментов на бирже. Индивидуальный инвестиционный счет – это счет для инвестиций, имеющий налоговые льготы и некоторые ограничения. Демо-счет – тренировочный счет, на котором можно совершать такие же операции, как и на обычном брокерском, но с виртуальными деньгами, без риска потерять реальные. Успех любого дела во многом зависит от качества подготовки и последовательности в действиях. Конечно, финансовые вложения сопряжены с риском, но разумный подход и анализ ошибок позволят оценить несомненные плюсы инвестирования. Первый – возможность получения пассивного дохода, не требующий ежедневной рутинной работы целый день. Более подробно про пассивный доход смотрите в отдельном ролике. Второй – отсутствие потолка заработка. Третий – прибыль, превышающая размер инфляции. Четвертый – повышается финансовая грамотность. Куда инвестировать деньги начинающим инвесторам? Рассмотрим основные инструменты и стратегии инвестирования. Ориентируясь на объект инвестиций, можно выделить следующие направления. Первое – недвижимость, то есть вложение денег в землю, объекты строительства, оборудование. Второе – финансы. Это ценные бумаги, банковские вклады, драгоценные металлы и другие финансовые продукты. Третье – интеллектуальная собственность. Сюда относятся патенты, исследования, образование и другая авторская собственность. Вложение минимальных денежных средств возможно лишь в финансовые инструменты. Здесь наиболее востребованными среди начинающих инвесторов являются депозиты в банках. Риски и сложность минимальны. Таким же является и потенциальный доход. Акции. Уровень риска зависит от выбора компании, выпустившей эти акции. Доход возможен в виде дивидендных выплат или от роста стоимости акций. Более подробно про акции и дивиденды смотрите в отдельных роликах на канале. Облигации – это долговой инструмент с доходностью обычно выше, чем по депозитам, но не сильно превышающий инфляцию. ПИФы – это долевое участие в сформированном портфеле. Прибыль делится на всех участников пропорционально вложениям. Имеется возможность начать инвестировать с 1000 рублей. Драгоценные металлы. Можно покупать как физический металл, так и различные варианты биржевых инструментов. Советуем также посмотреть ролик «Куда вложить деньги, чтобы заработать». При выборе инвестиционного инструмента не стоит забывать и о стратегии инвестирования. Здесь стоит опираться на цели вложения денег, уровень знаний и наличие свободного времени. Выделяют два основных стратегических направления – по срокам времени и по возможным рискам. Существует 3 варианта инвестиций по времени. Свыше 3 лет – долгосрочные, 1-3 года – среднесрочные, до года – краткосрочные. По уровню риска можно выделить 2 стиля инвестирования – это агрессивный и консервативный. Агрессивное инвестирование требует больше времени и глубокие знания, но при этом дает возможность получения большей прибыли в кратчайшие сроки. Но нужно учитывать, что такой стиль вложения денег сопряжен с высокими рисками. Консервативное инвестирование предполагает в основном пассивный доход в долгосрочной перспективе. Здесь и прибыль невелика, и риски меньше. По мере накопления опыта и увеличения капитала можно менять тактику инвестирования и выбирать новые инструменты для вложения денег. С чего начать инвестиции для начинающих?
Правильная подготовка и изучение темы инвестирования во многом станет залогом удачного начала. Опыт и советы экспертов помогут избежать типичных ошибок начинающих инвесторов. Для экономии времени приведем краткую инструкцию, как и с чего начать инвестировать начинающим инвесторам. Шаг 1. Выделите комфортную сумму для начала инвестирования. Оптимально начинать инвестировать с 50-100 тысяч рублей. Тогда можно будет собрать портфель из нескольких инструментов и получать ощутимый доход. Начальная сумма должна быть комфортной лично для вас. Инвестировать последние деньги очень рискованно, а принимать финансовые решения следует на холодную голову. Шаг 2. Откройте счет. Чтобы начать торговать ценными бумагами, криптовалютой и другими активами, вам нужен специальный торговый счет. Граждане Российской Федерации могут открыть индивидуальный инвестиционный счет. От стандартного брокерского он отличается возможностью получить льготы. Можно освободить полученные доходы от налогов или получить налоговый вычет от внесенных на счет денежных средств. О том, как и где лучше открыть брокерский счет, смотрите в нашем ролике на канале Жажда Про. Шаг 3. Откройте или установите торговую платформу. Это сервис или специальная программа для доступа к торгам на бирже. Доступ для торговли на бирже предоставит брокер или сервис, в котором вы открыли счет. Так вы сможете оперативно совершать сделки и получать аналитику. Шаг 4. Пополните счет. Пополнить счет, как правило, можно несколькими способами: банковской картой или банковским переводом, наличными деньгами в кассе или банкомате, через платежные системы. Шаг 5. Выберите инструменты. В вашем портфеле должны быть разные активы. Это снижает риски. Вот основные: акции, облигации федерального займа ОФЗ, корпоративные облигации, еврооблигации, ETF, валюта, криптовалюта. Кстати, подробно о том, что такое криптовалюта и как на ней заработать, смотрите в отдельном ролике. Шаг 6. Купите выбранные инструменты. Это можно сделать через торговый терминал или приложение. Каждый инструмент инвестирования имеет свои нюансы и особенности. К таковым можно отнести торговлю криптовалютой. Шаг 7. Следите за актуальностью портфеля. Покупка ценных бумаг, криптовалюты и других инструментов – это, как правило, только начало работы над инвестиционным портфелем. Рыночная ситуация постоянно меняется. Обычно раз в полгода начинающим инвесторам, которые вкладывают деньги среднесрочно, нужно заниматься ребалансировкой портфеля, то есть оценивать рынок, и, возможно, стоит продать какие-то бумаги и купить новые. Процесс ребалансировки довольно сложный. Можно разбираться самостоятельно, используя готовые инвестиционные идеи, то есть бесплатные рекомендации от экспертов рынка. Шаг 8. Управляйте прибылью. Деньги со счета всегда можно вывести на свой счет, но выгоднее не тратить полученный доход от продажи активов или выплаты дивидендов, а покупать на них новые. Такой маневр называется реинвестированием. Благодаря реинвестированию можно более быстрее наращивать капитал и, соответственно, доходность по нему. С каких сумм начать инвестировать? Для старта не нужно миллионных вложений. Цены на биржевые инструменты вполне лояльные. Например, ПИФы начинаются от 5000 рублей. Их пополнение от 1000. Для покупки акций достаточно и вовсе пары тысяч рублей. Понятно, что для большего получения дохода нужны существенные вложения. Однако начинать инвестировать с крупной суммы слишком рискованно, так как можно потерять все свои деньги. Оптимально для начинающего инвестора станет сумма от 30 тысяч рублей. Такая сумма позволит на практике вникнуть в нюансы инвестирования. Советы начинающим инвесторам. Приведенные советы начинающему инвестору выработаны многолетним опытом известных инвесторов. Следование им поможет минимизировать риски потерь и увеличить доходность инвестиций. Первое. Нельзя вкладывать деньги, взятые в долг, особенно с большими процентами. Для накопления капитала помогут регулярные пополнения, дополнительный заработок, отказ от ненужных расходов. Сумма для инвестирования – это свободные деньги. Второе. Диверсификация портфеля. Капитал обязательно нужно делить минимум на 3-4 инструмента, приблизительно на равные части, чтобы в случае потери на одном инструменте заработать на другом. Третье. Действие и дисциплина. Регулярное пополнение капитала, пусть даже на малую сумму, способно многократно увеличить первоначальный депозит. Большую часть прибыли необходимо не выводить, а инвестировать заново для максимизации прибыли.
Четвертое. Настойчивость и спокойствие. Жизнь инвестора состоит из череды подъемов и падений. Но важно не забывать, что из ям можно выбраться благодаря холодному разуму. Осмысленные ошибки становятся опытом, и в дальнейшем вы будете избегать их повторения. Пятое. Правильное окружение. Так как большинство людей критически настроены к чему-то нестандартному, начинающему инвестору крайне важно окружить себя единомышленниками, причем желательно опытными и благоразумными. Чрезмерно воодушевленных людей также лучше избегать, так как их вдохновение быстро улетучивается и сменяется пессимизмом. Шестое. Постоянное обучение. Многие люди заблуждаются, что, выучившись однажды, их знания будут актуальны всегда. В нашем мире гораздо важнее быть восприимчивым и к новым тенденциям, и находиться в непрерывном процессе самообразования. Подведение итогов. Инвестиции становятся доступны все большему числу людей. Благодаря технологиям в настоящее время любой человек может полностью управлять своим инвестиционным портфелем из любой точки мира. Если вам интересна тема инвестиций для начинающих, то обязательно подписывайтесь на канал, чтобы получать полезную информацию первым. И напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!